Всем привет, друзья! Я Ксения Назарова, и вы на творческом канале «Красота в деталях». Вот мы с вами и переместились уже в новый 2021 год. Прогремели праздники, и сегодня, не знаю, как в каком городе, как в какой стране, но у нас в Подмосковье открылись такие детские сады, и дети весело пошли в школу, а родители весело повели их в садики. Вот для того, чтобы у ваших маленьких принцесс, особенно тех принцесс, которым не все равно, в чем они ходят в садик, я знаю, есть такие девочки, которые очень тщательно выбирают себе наряды, юбочки, кофточки и аксессуары. Вот именно для них, для таких маленьких модниц, я сегодня и хочу вам показать целый набор бантиков, конфеток, еще и с сюрпризом. Знаете ли вы, что сейчас существует такое понятие даже среди бантиков и среди мастеров бантичных дел, как бантик-шейкер. Что такое бантик-шейкер? Это такое украшение, в котором вот внутри даже насыпаются различные какие-то интересные элементы, такие как микробисер, маленькие конфетти. Сейчас из полимерных материалов делают даже вот наполнители различные для слаймов, различные такие фрукты, мордочки зверей, очень-очень прикольные. И сегодня мы с вами при помощи паяльника либо выжигателя для дерева и вот такого вот шаблона простого жестяной крышечки, фатина и наполнителя сделаем замечательные вот такие вот бантики-конфетки с интересной серединкой. Я сделала целый набор. Для своей модницы вы можете сделать что-то по типу недельки, потому что в садике целых 5 рабочих дней, поэтому понедельник, вторник, среда, пятница можно сделать разных цветов вот такую классную красоту. В серединке каждой конфетки пересыпаются маленькие различные интересности. Длина вот такого бантика на резиночки 8,5 сантиметров. Вы можете взять шаблон поменьше, сделать заколочки. Заколочки 5,5 сантиметров. Подойдут на красивые прически, колоски и так далее. Оставайтесь, пожалуйста, друзья, со мной. Вместе будем делать такую красоту. Если вы подпишетесь на мой канал, поставьте мне лайк, комментарий. Я буду очень вам благодарна, потому что это важно для YouTube и для меня. А если вы еще и поделитесь с кем-то в соцсетях, вам от меня будет тройная благодарность и вдохновение, и новые интересные занятия. Пожалуйста, оставайтесь со мной и начнем наш видеоурок. Итак, друзья, сегодня мы сделаем с вами прикольные, очень разноцветные бантики-конфетки на резиночках для маленьких девчонок наших. Значит, изюминкой наших бантиков станет то, что серединкой, самой конфеткой для них служит так называемый патч, который мы сделаем своими руками. В нем внутри находятся вот такие вот подвижные элементы, которыми могут быть микропаеточки, либо мини-конфетти. Очень сейчас распространены они, используются как наполнитель для слаймов. Вот такие очень классные с полимерной глины микрофигурки, тоже есть мордочки разных животных. Я вот взяла фрукты и сделала самодельные патчи.
который очень часто используется в детских аксессуарах, резиночках, заколочках. Вот просто делаешь такую фигурку, приклеиваешь ее к резиночке и либо к заколочке, и вот уже вот такая красота получается. Делать такие патчи не просто, а очень просто при наличии у вас паяльника. Для изготовления, кроме самого паяльника, нам понадобится вот такой шаблон в виде крышки. И очень важный момент, что она должна быть жестяная, не пластмассовая, потому как будем мы подвергать ее высокой температуре, когда будем выводить паяльником. Также нам потребуется фатин. Лучше, если это будет фатин жесткий или средней жесткости. Вот такой вот фатин нам понадобится. Для кромки наших бантиков конфеток нам понадобится обычная атласная лента шириной 2,5 см, такого мятного цвета у меня, из которой мы сделаем вот такие вот канзаши-лепесточки. Итак, вначале сделаем мы вот такую вот серединку, патч для нашей конфетки. Я взяла крышечку жестяную, как я уже сказала, диаметр 3 см. Затем мне понадобится какая-то поверхность, не боящаяся больших температур. Я взяла тарелочку и фатин. Ленточку фатина мы складываем в несколько слоев. Это должно быть примерно 6-7 слоев. Можно брать больше, если вы хотите плотнее сделать, ярче. Вот таким образом мы складываем. Можно немного зафиксировать английской булавкой, чтобы ткань не смещалась. Такая вот у нас заготовочка. И еще один квадратик, который будет сверху. И какой-либо наполнитель. Мелкий бисер, пайетки. В отделах для дизайна ногтей продается вот такой вот мини-конфетти. Вот такая вот прекрасная конфетка получается при помощи вот этого вот материала, такого разноцветного, прикольного. Просто мы немного высыпаем. Накрываем сверху верхним слоем. Пока разогревается мой паяльник, который я забыла включить, я покажу вам, как мы сделаем кромку для наших конфеток. Вот так вот она выглядит в готовом виде. Состоит из 4 вот таких вот лепесточков. Для этого мы берем ленту 2,5 см шириной и отрезаем отрезочек 7 см длиной. Которого мы делаем вот такой вот косой срез с двух сторон и опаляем при помощи пинцета и зажигалки такой ровный краешек с одной стороны, и то же самое с другой стороны. Получаем отрезок трапециевидной формы. Тоже обязательно закрепляем при помощи пинцета и зажигалки краешек нашей ленточки. Вот такой вот отрезок у нас получается. Складываем пополам. Лепесточек этот авторский. Я взяла его у мастера Лериты, гуру всех канзаши мастеров. Я уже пользовалась этим лепесточком в своих других работах. Он очень классный, из него вообще получаются потрясающие цветы. Цветы, листики. Складываем таким образом к серединке краешки наши. Получается вот такой самолетик. И затем складываем каждую сторону еще раз пополам. Срезаем краешек и приплавляем, закрепляем при помощи огня зажигалки. Вот таким вот образом. Теперь как матрешечку один в один лепесток мы фиксируем при помощи клеевого пистолета.
3 лепесточка и 4. Не обязательно делать кромку наших конфеток именно при помощи таких лепесточков. Вот в более мелких изделиях я просто юбочкой собирала тонкое синтетическое кружево на нить, и вот такая кромка тоже получается очень красиво. Ну вот, мне захотелось сделать так. Вот мы таким образом зафиксировали, и можно еще вот здесь вот при помощи зажигалки тоже склеить. Между собой лепесточка вот так вот. Такие вот получаются фантики у нашей конфетки. Пока я вам все рассказывала и показывала, разогрелся уже мой паяльник. Выжигатель для дерева тоже подойдет для этих целей. И вот я насыпала свои микроконфетти, так их назовем, и сверху положила слой фатина, который будет у нас сверху, как экран. И накрываю крышечкой. Что немаловажно тоже, шаблончик лучше, чтобы он был объемный, нежели плоский, да, потому что тогда мы лучше сможем спаять краешки, все слои фатина, чтобы не было дырочек. Ну, потому что любые конфетти, бусинки, они все равно дают объем. И с такой крышечкой очень удобно работать. С пластмассовой сделать так не получится, она будет плавиться, естественно. Все лишнее мы убираем. Смотрим, что у нас получилось. Вот что должно у нас получиться. Проверяем, все ли спаялось. Можно чуть-чуть помочь себе зажигалкой аккуратно, чтобы не было дырочек и не высыпались наши пайеточки. Когда вы убедились, что нету дырочек, ничего не высыпется, можно заняться изнанкой нашей конфетки. Для этого нам потребуется фетр и тот же самый шаблончик. Мы обводим и вырезаем кружок из фетра. Кружочка понадобится 2 штуки. Я пользуюсь исчезающим маркером для ткани, который потом исчезнет, очень удобно. Так мы приклеиваем к нашему патчу изнаночку из фетра. При помощи термоклея. Вот такая вот веселая конфетка у нас получается. Приклеим фантик. Наша конфетка готова. Осталось только прикрепить к ней резиночку. Как я делаю крепление на резинке? Для этого мне потребуется абсолютно небольшой отрезок тонкой ленточки, атласной либо репсовой, сама бесшовная резиночка. Мы берем второй фетровый кружочек. Делаем 2 надреза посередине. Крепим нашу резиночку на термоклей. И закрепляем эту резиночку при помощи ленты таким вот образом.
Крепление готово. Так выглядит оно с изнанки. Вот так вот с лицевой стороны. Осталось только соединить все части. Делаются такие резиночки очень легко. Если вы, особенно если вы кромку конфетки будете делать при помощи кружева, то время изготовления конфетки сократится еще больше. Можно сделать их на заколочках. Абсолютно разных цветов. Такие вот у меня получились конфетки. Сделаны из шаблона, из жестяной крышечки 3 сантиметра в диаметре. Можно вырезать в виде звездочки, если у вас найдется шаблон хороший. Подойдут жестяные формочки, используемые в кулинарии для печенья резные. Вот такие вот конфетки, заколочки я сделала из окружности. Воспользовалась 5-рублевой монеткой. Такие вот прикольные конфетки у нас с вами получились. Если вам понравилось мое видео, ставьте, пожалуйста, лайк, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новинки. И до новых встреч. Пока-пока.